Индийские источники сообщают о завершении поставки первой партии крупнокалиберных РСЗО «Пинака» в Армению. В своем вчерашнем материале, опубликованном в сетевом издании Defense India, постоянный автор Радж Басу пишет: Индия достигла значительного успеха в своих усилиях по экспорту оборонной продукции, поставив первую партию РСЗО «Пинака» в Армению ранее в этом месяце. Эта поставка является частью контракта, подписанного между двумя странами в 2022 году, что знаменует собой новую главу в их оборонном сотрудничестве и подчеркивает растущую роль Индии на мировом рынке вооружений. Эта экспортная сделка является значительным достижением для быстро растущего сектора производства вооружений в Индии. Она соответствует инициативе Make in India, направленной на превращение Индии в глобальный центр по производству и экспорту оборонной продукции. Эта поставка последовала за сообщениями о приобретении Арменией индийских ракетных систем «Акаш» ранее в этом месяце, что свидетельствует о растущей тенденции интеграции индийских технологий в вооруженные силы Армении. Эти события отражают углубление оборонного сотрудничества между двумя странами и подчеркивают расширяющуюся роль Индии на мировом рынке вооружений. Разработанная Организацией оборонных исследований и разработок Индии DRDO и производимая в сотрудничестве с государственной компанией Bharat Earth Movers Limited и частными компаниями, система Пинака МРБЛ является высокоэффективной и многофункциональной системой ракетной артиллерии. Эта система зарекомендовала себя благодаря быстрой развертываемости и мощной огневой поддержке, что было подтверждено в различных операциях индийской армии. Оборонный контракт между Арменией и Индией подчеркивает растущую зависимость Армении от индийских военных систем для укрепления своих вооруженных сил. Ожидается, что системы Пинака сыграют ключевую роль в оборонной стратегии Армении, обеспечивая повышенную способность нейтрализовать позиции противника, укрепления и логистические цепочки с использованием концентрированного ракетного огня. Поставка Индией РСЗО «Пинака», как и состоявшиеся ранее поставки крупнокалиберных артиллерийских систем «Атакс» и «Марга», значительно усиливают возможности вооруженных сил Армении, которые понесли колоссальные потери в артиллерии в ходе войны в Арцахе 2020 года. Для полного восстановления потенциала необходимо завершить поставки артиллерийских систем и осуществить полноценный процесс их освоения в войсках. Но уже сегодня можно констатировать, что Армения стремительно восполняет потери в боевой технике. Восстановление и усиление вооруженных сил также должно со временем повлиять и на позицию политического руководства страны в переговорном процессе с Азербайджаном. Немного об интервью Пашиняна, да и, собственно, о политике мира во что бы то ни стало, которую он исповедует. Во-первых, надо признать, что Пашинян стал намного более опытным лектором за эти годы и умело замешивает в своих речах малосовместимые между собою вещи. В них всегда есть рациональное зерно, но оно часто завернуто в обертку национальной боли. Он как бы говорит: вот, возьмите лучшую жизнь, она внутри, но вы должны... И далее следует список из неприемлемых для большинства армян пунктов. Не буду перечислять, все уже давно все слышали и не раз. Главный аргумент премьера: иначе война, голод, холод, ужасы. Но либо он забывает, либо не знает, что война – это логическое следствие системы, основанной на несправедливости и неравенстве. Гражданские войны основаны на социальном неравенстве, внешние войны основаны на неравенстве границ, неравенстве взаимоотношений между народами, нацизм, шовинизм, фобия. Если не устранить эти факторы, войну можно лишь отодвинуть, но не отменить. И если ты премьер, если ты знаешь это, то, отодвигая войну, ты лишь перекладываешь ее на плечи будущих поколений и будущих глав страны. А это уже подло, мягко говоря. Синоним диктатуры Алиева – это перманентная политика и экономика войны, где на вооружениях зарабатывают, а на страхе перед «армяне на нас нападут» правят толпой. Цель нынешнего Азербайджана – не создание безопасности, а бесконечное замораживание состояния неопределенности. И для этого надо лишь одно – поток нескончаемых требований к Армении. По сути, это беспроигрышная ситуация для Алиева. Все мы знаем известную поговорку: «Хочешь мира – готовься к войне». Но если в случае с политикой Пашиняна лозунг звучит
Если захочешь такого мира, получишь войну, то в случае с Алиевым он звучит иначе. Если захочешь войны, разбогатеешь и будешь править еще 100 лет. Азербайджанская и турецкая олигархия и их союзники преданы структуре накопления капитала, которая не только предпочитает войну миру, но и усугубляет корни конфликта. Эта структура включает монополию небольшой группы людей над экономикой страны, включая нефть и газ. Азербайджан был милитаризирован не для того, чтобы вернуть ненужный 95% азербайджанцев Арцах, а для того, чтобы обезопасить прибыль клана Алиева. Это основная причина войны. Для армян же причины войн в Арцахе были другие. Мы взяли в руки оружие не из-за того, что мы чувствовали необходимость в использовании насилия. Мы взяли в руки оружие, потому что мы пытались решить вопрос демократическим путем через референдум, но ответом на это стало насилие со стороны государства. Насилие было нам навязано. Однако это происходило не только в прошлом, это происходит в настоящем. Насилие опять навязывается нам. Попытками унизить нацию, опустить национальное самосознание ниже плинтуса. Результатом долгого унижения может быть только вспышка, пробуждение национального самосознания. Турки не могут позволить себе остановиться. Мы не можем позволить себе исчезнуть с лица земли. Что же делать? Да, мы соседи, и это вряд ли можно изменить. Но, как гласит арабская поговорка, чем выше забор, тем дружнее соседи. Дружить с ними нам точно не надо, но только высота забора сможет обеспечить мир. А тем временем Министерство агрессии Абшерона решило усилить группировку своих террористов на прилегающих к Армении участках. Это заочный ответ Пашиняну, который в своем кринжовом интервью, простите за вульгарное слово «интервью», заявил, что наблюдателей ЕС можно убрать с делимитированных участков границы. Как будто колючая проволока и пограничные вышки – 100% гарантия от вражеских провокаций. Ну как, Никол Ваваевич, хороша мирная повесточка, да? Сколько волка не корми, а горбатого могила исправит. Модная армянская пословица. Я скажу одно. Алиев и в целом Азербайджан вряд ли готовы к реальным мирным переговорам с Арменией. Пашинян фактически пересек все красные линии, важные для армянской ментальности, и всеми возможными способами пытается добиться мира с Алиевым. Однако возникает вопрос, почему Алиев не идет на мир с такой ослабленной Арменией? Ответ прост. Он не хочет быть соседом Армении. Его цель заключается в полном захвате страны. Но эта амбиция станет его роковой ошибкой. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускали самые важные новости мира и нашего региона.